Привет, друзья! В предыдущих сериях к самодельному реактивному двигателю была сделана форсажная камера, которая вполне успешно прошла свои огневые испытания. И теперь, наконец-то, пришло время замерить тягу этого двигателя, чтобы понять, на что он вообще способен. То есть сегодня я собираюсь положить конец этим бесконечным спорам о наличии тяги. Ну что ж, пусть эксперименты и цифры расставят все на свои места. Ну вот, друзья, все готово к испытаниям. Сегодняшние испытания у нас будут вечерние, я бы даже сказал ночные, чтобы оценить размеры, форму пламени. А также я хочу посмотреть, как будет калиться форсажная камера. Это даст понимание, как там распределяются потоки. И как вы, наверное, уже заметили, ракета вывешена на подвесах. То есть она находится как бы в невесомости и своим датчиком упирается в стену. Это значит, что сегодня, наконец-то, мы будем измерять тягу этого двигателя. И, конечно, сегодня пришло время писать логи, про которые так много говорят в комментариях. Тем, кто не в курсе, скажу, что эти приборы будут не просто показывать данные, а будут отправлять данные на компьютер, который будет в режиме самописца или в режиме черного ящика записывать все данные. Потом по этим данным можно будет построить все характеристики и посмотреть, что вообще происходило внутри. Значит, какой сегодня у нас план программы? Конечно, я заведу двигатель, подожду, когда он чуть-чуть прогреется и сможет выйти на свои холостые обороты. Я раскручу турбину на всю катушку, это где-то приблизительно 80 тысяч оборотов, и посмотрим, какую тягу он дает без форсажной камеры. Затем я подам керосин в форсажную камеру и снимем данные, что у нас с форсажем. И, кстати, по поводу форсажа. Здесь у меня расположено 9 плоскоструйных форсунок, но на самом деле я практически все заглушил, и сейчас я запущу всего лишь 3 форсунками. Дело в том, что мне нужно понять, сколько керосина должно быть в форсажной камере. Иными словами, поискать оптимальный режим. Поэтому я начал с 3 форсунок, и каждое следующее испытание я буду добавлять, по 2, по 3 форсунки и смотреть, что в итоге получается. Поскольку мы теперь записываем данные, мы сможем очень точно оценить вообще работу этого двигателя. Но и это еще не все. Помните, я рассказывал про некую самодельную солнечную форсунку. Так как струи керосина будут разбиваться, а стенки форсажной камеры в самом начале, больше будет времени для сгорания этого керосина. И эту форсунку самодельную я сегодня тоже хочу попробовать. Как раз мы сейчас меряем тягу и смотрим за режимами. Вот и сможем адекватно оценить, какая форсунка и система вообще лучше. Ну что ж, не буду больше болтать, поехали!
Итак, друзья, у меня очень интересные новости. Тем, кто ставил на 4 килограмма, и уж тем более тем, кто ставил, что это вообще не будет давать никакой тяги. В общем, насколько я успел увидеть сейчас глазами, тяга без форсажа была где-то в районе 10 килограмм. Я вот успел быстренько глянуть, по-моему, 10 килограмм. А с форсажем доходило до 17 килограмм, что меня очень даже порадовало. Сейчас двигатель стоит в режиме ВПУ, то есть это называется, как переводится, валоповоротное устройство. Это нужно для того, чтобы немного охладить турбину и чтобы она остывала равномерно, чтобы ось не погнулась и, ну, вообще все не повело. Иными словами, она сейчас у нас как бы остывает. Кстати, температура масла дошла аж до 94 градусов, что, конечно, многовато. Поэтому сейчас дадим ей немножечко остыть. И в следующем эксперименте я добавлю немного форсунок в форсажную камеру. Сейчас работает 3 форсунки. Я хочу добавить еще 2. И итого будет 5 форсунок. Посмотрим, какая будет тяга, какой будет режим работы и вообще, как это будет, лучше поджигаться, хуже. Но даже уже сейчас, друзья, это такая классная штука. Когда появляется пламя, там прям аж в грудь бьет как барабаном. В общем, невероятная штука, вообще просто жесть. Страшноватая вещь. А, да, кстати, у меня данные пишутся самописцем сюда. И нужно будет эти данные потом посмотреть, какие там вообще в действительности были цифры. Ну, на всякий случай, по старому привычному способу, у меня еще приборы все снимала отдельная видеокамера, экшн-камера. Поэтому в любом случае данные от нас никуда не уйдут. Вот, сейчас я разглушил еще 2 форсунки, итого на форсаже у нас получается 5 форсунок. Дальше, конечно, вопрос сильно упирается в производительность насоса. Уж не знаю, как он потянет, не потянет, но в любом случае эксперименты все покажут. Сейчас запускаем с 5 форсунками. Поехали!
Итак, друзья, ну что хочу сказать. Собственно, вы видели все сами. Форсажный режим был крайне нестабильный. То работал, то не работал, постоянно тух. И у меня несколько причин, точнее, несколько версий. Первое, это не соблюдается так называемый концентрационный предел. То есть, чтобы смесь горела, топлива должно быть и немного, и немало. Есть определенный промежуток, в который нужно попасть. То есть, если мы сделали слишком много топлива, просто не хватает кислорода, чтобы получилась горючая смесь. То есть, чтобы пламя могло нормально гореть. И в начале, когда я пускал на холостых оборотах, было видно, что часть огня горела вообще на улице. Это говорит о том, что мы очень много топлива просто выкидывали на улицу, и оно горело, когда встретилось с атмосферным воздухом. Это говорит явно, что слишком много топлива. Но когда я турбину раскрутил посильнее, вроде режим пошел. Но он был крайне нестабилен, постоянно хлопал. И у меня есть еще вторая версия, что у меня просто очень слабый топливный насос, который запитывает форсажную камеру. И сейчас я подцеплю свою самодельную форсунку, скажем так, солнечную форсунку. Посмотрим, что покажет она. У меня есть такое впечатление, что она даст самый лучший результат. Ну, посмотрим. В общем, нужно какую-то одну систему оставлять. Конусом прижимает. Смотри, здесь нормально. Готово. Вот, переключил форсажную магистраль на свою самодельную солнечную форсунку. Теперь вот все эти 9 отключены, и будет работать моя самодельная. Ну что ж, заводим.
Во время испытаний заработала сигнализация, и местный пес прибежал посмотреть, откуда доносятся такие интересные звуки. Разобравшись с этим, он понял, что ему просто необходимо подпеть. Че, рассказал, да, своим друзьям, что тут происходит? Друзья, это было очень круто. Когда включается форсажная камера, там как будто кувалды в грудь дает. Такие децибелы прут, это просто кошмар. Я стоял там сзади, просто земля вся дрожала. Я просто видел, как пыль вся поднялась, и камешки начали просто подпрыгивать. Здесь так земля дрожала. Это было очень круто. И в то же время очень страшно. Ну так ладно, что у нас тут по ракете? В общем, самодельная солнечная форсунка дает устойчивое, хорошее горение, но на больших оборотах турбины. Когда я запускаю ее на холостом ходу, пламя горит опять на улице, что говорит о том, что очень много лишнего керосина. Но когда я раскручиваю турбину, воздуха получается не сгоревшего гораздо больше, и на то же количество керосина получается в самый раз. В общем, мне понравилось, как работает самодельная форсунка. Начать с того, что идет равномерное раскаливание форсажной камеры, что в свою очередь свидетельствует о том, что эффективнее происходит горение. То есть горение происходит почти во всех местах одновременно. Это очень важно, ведь у нас очень небольшая длина форсажной камеры. Нам нужно эту длину использовать максимально эффективно. Поэтому желательно, чтобы горение начиналось как можно раньше. И с этой форсункой как раз мы это получили. Что там по тяге, я, честно говоря, не успел посмотреть. Здесь было столько эмоций, я вообще не видел, что там происходит. Тренды мы посмотрим чуть-чуть позже. Если в итоге окажется, что солнечная форсунка дает самую большую тягу, конечно, я оставлю именно ее. Но количество подаваемого керосина можно будет порегулировать давлением керосина, чем мы потом в итоге и займемся. Последний, третий эксперимент у нас завершился не потому, что закончился керосин, а потому что сработал аварийный датчик температуры масла. Масло дошло до отметки 100 градусов и просто заорала сигнализация. Я не знаю на самом деле, насколько можно греть именно это масло, но в общем я поставил отметку в 100 градусов, и ее мы сегодня пересекли. Поэтому я отключил двигатель, и это еще говорит о том, что в будущем нужно будет делать охлаждение масла. Ну что ж, друзья, а теперь давайте посмотрим, что у нас там записал компьютер. Я напомню, что компьютер был подключен в режиме самописца и записывал точные мгновенные значения. А записал он просто какое-то космологическое количество данных, из которых я потом построил интересующие меня графики. И вот что в итоге мы имеем. Скорость вращения турбины на холостом ходу от 32 до 35 тысяч оборотов в минуту. Такая разница в скорости вращения турбины зависит от температуры масла. Чем горячее масло, тем проще турбине вращаться. Максимальная скорость вращения турбины была 76 тысяч оборотов в минуту. И обратите внимание, что при включении форсажа скорость вращения падала до 72 тысяч. То есть форсаж, он как бы нагружает турбину. Ну это ладно. Самый интересный график у нас, конечно, что у нас там с тягой двигателя. Вы готовы? Барабанная дробь. На максимальных оборотах двигателя тяга была от 7 до 11 килограмм. И как мы видим, это опять же зависит от температуры масла. Чем жиже масло, тем выше обороты турбины, а значит и больше тяга. На форсаже двигатель выдал аж 20 килограмм тяги. Вот это я понимаю результат. Прирост в 100%. Далеко не каждый самолет может похвастаться таким форсажем. И вот что тут еще интересненько. В момент поджига в форсажной камере происходил так называемый объемный взрыв. И если посмотреть на вот эти вот вершины, то видно, что пиковое ударное значение тяги доходило до 41 килограмма. Но эти пики настолько кратковременные, что они нам никак не пригодятся, можно их вообще не брать во внимание. Но интересно здесь другое. Обратите внимание на вот эту странную пружинку. Сперва, когда я ее увидел, я даже не понял, что это вообще такое. Но потом, просматривая видео, я понял, что это пружинят ворота, в которые уперта ракета. А эта пружинка на графике говорит нам, насколько хороши получились наши самодельные гидравлические весы, а точнее тягомер. Он умудрился даже прописать эти мгновенные микросекундные значения, что меня в свою очередь очень даже порадовало.
Ну вот, друзья, технический функционал этого реактивного двигателя полностью готов. То есть, иными словами, двигатель построен. И дальше надо будет наращивать мощность этого двигателя. Но хочу сказать, что даже сейчас, в этом сыром варианте, он уже нам дает, как оказалось, больше 20 килограмм тяги. Что меня, конечно, очень порадовало. Я думал, будет, от силы килограмм 10. Во, кстати, кто там спорил, не забудьте получить свои щелбаны. Потому что все писали, либо не будет вообще, либо будет 4, максимум 6 килограмм. 20 килограмм и даже больше. Вот это результатик. Что будет дальше? Следующим этапом я буду наращивать мощность этого двигателя. То есть, так сказать, искать его технический максимум. И для этого мне нужно будет заменить сердце этой ракеты. То бишь топливный насос. Сейчас он максимум может давать 4 атмосферы. К примеру, у вертолета Ми-8 давление керосина доходит до 30 и даже 60 килограмм. Что, конечно, в моем варианте будет крайне сложно сделать. Но я уже нашел вот такого вот монстра. Это топливный насос от тюнингованных автомобилей мощностью до 650 лошадиных сил. И я уже провел, в принципе, эксперимент. На всех моих открытых форсунках этот топливный насос создает 10 атмосфер. Вы представляете, сейчас 4 атмосферы, а будет 10. Так что впереди очень интересные эксперименты. Но это, конечно, уже в следующих сериях. А сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают мой канал материально, которые, собственно, участвуют в строительстве этой ракеты. И жду ваших комментариев, ваших интересных советов. И до встречи в следующих сериях.